Такс. А сейчас ты узнаешь, что такое перевал Дятлова и почему все вокруг такие подозрительные. Мне очень интересно, что он скажет. Очень интересно. Всем привет! На улице зима. Очень холодно. И чтобы погрузиться полностью в мой рассказ, я вам советую смотреть этот выпуск на улице в одних подштанниках. Не хотите? Ну ладно, дома под одеялком тоже сойдет. Поехали. Погнали. В феврале 1959 года на Уральской горе Атартен произошло очень странное событие. 9 человек были найдены мертвыми, а причину смерти никто так и не смог установить. Эту гору сразу окрестили горой мертвецов. Мол, на языке народа манси, которые там живут, именно так это и переводится. А еще она священная. Хер там плавал, как говорится. Переводится она как «мертвая гора». И только потому, что там ничего не живет и не растет особо. И у народа манси священная гора оказывается совсем другая. Просто там не умирали туристы. А поэтому всем плевать. Заметили странность? Если кто-то умирает на земле, где когда-то жил суеверный народец, то это место обязательно было священным. Набралось безумное количество всяких разных слухов и мифов на эту тему. Например, лавина, снежный человек, инопланетяне. Или, может быть, они сами переубивали друг друга. У меня есть вопрос к вам. Вот вы знаете кучу, огромное количество легенд про перевал Дятлова. Йети, НЛО, сотрудники спецслужб сами друг друга бахнули. Пока мы не посмотрели и не услышали очередную версию уже от Утопии Шоу, напишите в комментариях ваше мнение, что там произошло. Коротко и ясно. Буду рад почитать и посмотрю обязательно, какие комментарии будут самые залайканы. Очень интересно, чего придерживаетесь вы, какого мнения. Я вам свое мнение говорил. А может быть, это все произошло в один момент. Кстати, изначально туристов было 10. Юрий Юдин посередине пути не смог идти дальше и был вынужден вернуться. Слушайте, народ, я, наверное, дальше не пойду, мне что-то не очень хорошо. Ладно, удачи всем. Он посвятил всю свою жизнь разгадке тайны перевала Дятлова и оставил очень много зацепок в своих дневниках, которые были найдены после его смерти. После смерти Юрия Юдина вы говорили, что в его квартире были найдены очень важные документы, которые смогут пролить свет на трагедию перевала Дятлова. Как скоро вы сможете опубликовать их? Ну, что угадать, 2-3 месяца. 2-3 месяца. Но к юбилею, к 55-летию памяти группы Дятлова мы этот материал опубликуем. Ну вот, юбилей уже прошел. А где обещанные записи? Когда я все эти его исследования, будучи у него в квартире после его смерти, собрал в кучку, пришел человек, представился из ФСБ и забрал все эти документы. Коротко пробежимся по известным фактам. На гору забирались 9 человек. Поставили палатку посреди склона. Ложились спать. Что-то их испугало, и они разрезали палатку и без верхней одежды выбежали в минус 30. Сделали марш-бросок в 1,5 километра к лесу. А через какое-то время их тела были найдены замерзшими в искалеченном состоянии, как будто их грузовик переехал. А теперь вопрос знатокам. Что они увидели? Есть такая поговорка. Чем дальше в лес, тем больше тел туристов будет найдено. Именно так и произошло, только вот странность заключается в том, что они сначала убегали от палатки, но были найдены мертвыми по дороге назад к ней. Из этого можно сделать вывод, что что-то сначала напугало их со стороны горы, а потом что-то напугало их со стороны леса и заставило их вернуться. Но вообще, возможно, они что-то забыли. Например, одежду. Слушай, надо вернуться. Мы забыли одежду в палатке. Что должно так сильно напугать человека, чтобы он побежал? Даже одного. Что? Настолько жестко напугать. От увиденного они явно были в шоке, потому что
Как можно выбежать в одних носках в такую погоду? И как можно получить такие травмы? Например, у одной девушки не было глаз и языка. Многие говорят, что это грызуны постарались. Насчет лавины, те, кто, ребят, смотрели нашу поездку на Эльбрус, мы заходили к МЧСникам. Я специально пока что не выкидываю все это дело, все эти нарезки. Почему? Потому что, ну, вы не просите, я и не кидаю. У меня только один вопрос. Как может быть лавина, если мы четко, нам замначальника МЧС рассказывал, что такое лавина и как она вообще идет? Нам подробнейшим образом все рассказывали. Стоит о чем задуматься. Я никого ни в чем не убеждаю. Просто констатирую факт. От лавины, ребят, убежать пешком в бок, если ты бежишь вдоль склона, и то может быть каким-то, я не знаю, блядь, чудом. Может быть, на лыжах нам сказали, кто-то там уезжал, но это... Но тогда они какие-то очень привередливые. Типа, у этого Спасибо, съем ребята, за глаза, спонсорку. а у этого не съем. Меня, например, очень смущает место для ночлега. На горе очень сильный ветер, а это не новички, а опытные люди. И на фотографиях с их пленок можно четко понять, что лучше ставить палатку в лесу посреди деревьев, как они это делали раньше. Это я к тому, что есть версии, якобы даже не они ставили свою палатку. Конспирология, как я люблю. Откуда же растут ноги у этой версии? Отовсюду, в том числе и из жопы. Люди явно умерли насильственной смертью, то есть не просто от переохлаждения. Палатка, по мнению экспертов, установлена неправильно, хотя на ранних снимках она установлена правильно. Ну, может, разучились. В походе участвовал человек, который раньше работал на секретных объектах, а еще говорят, что был сотрудником КГБ. Дело не разглашается и по сей день, а многие улики так и не были отданы близким, например, фотоаппараты и пленки. Это еще цветочки. Главный в этой группе Игорь Дятлов очень давно и очень тщательно планировал этот поход. А теперь вопрос. Нахера ему утверждать в команду почти 40-летнего мужика, которого он знает 2 дня и который никогда не занимался спортивным туризмом? Встречайте! Семен Золотарев. Самый загадочный персонаж из всей группы. Золотарев прошел войну, и по его собственной анкете есть сведения о том, что он прослужил полгода в батальоне, которого еще не существовало. Потом этот батальон уничтожают, и он переходит в новый, где служит еще 3 месяца. Проблема в том, что этого батальона уже не существовало. Чё-то подозрительно. Конечно же, это могут быть опечатки, но в его деле много других несовпадений Опечатки? и оговорок. Странный тип, в общем. Увольняется с работы и за 2 дня до похода вливается в коллектив к малолеткам. А когда обнаружили его тело, то на нем были татуировки. Много татуировок. И ни одну из них родители не видели раньше. Вот жесть. Набил татухи и пошел в турпоход. Неформальный СССР. А если серьезно, то его тело было очень сильно деформировано, и его родители до сих пор не верят, что похоронили именно своего сына. А может и не его совсем, а какого-нибудь зэка с татуировками. Ведь рядом с перевалом были лагеря заключенных. И с какой вообще стати человеку, который рвался на войну и прошел ее от и до, устраиваться работать физруком в рабочий поселок для объектов атомной энергетики? Там урановую руду добывали. Важно, короче, пи***ц. И почему все его предыдущие места работы разбросаны по карте и находятся в таких же стратегически важных городах? Именно поэтому говорят, что он... Знаете кто? КГБшник. И я только не понимаю, что в этот поход одни КГБшники отправились? Зачем? Знаешь, странный ты все-таки парень. По паспорту ты Семен. Да? А просишь называть себя Александр. Вписался за 2 дня в поход к нам в группу. За 2 дня. А еще, знаешь, вот ребята волнуются, потому что у тебя в деле какие-то очень странные опечатки. Это все не просто так. И знаешь, что я тебе скажу? У меня друга тоже Семен звали. Такой странный тип, мы с ним вообще постоянно ржем. И вот такое совпадение. Все Семены, они такие одинаковые. А вот вам факт фактов. 7 человек захоронены в одном месте. Ну, почти Вот ли память, все нормально. тема. Зачем тогда именно этим 2 загадочным людям делать 2 отдельные могилы на престижном кладбище? Причем на общем обелиске группы Дятлова Золотарев Кладбище подписан забыл как какое. Золотарев А.И., а на отдельной могиле подписан как Золотарев С.А. Это опечатка? Да я никогда в жизни в это не поверю. И почему Опечатка, рядом? да. Они ведь едва знали друг друга. Все, сходили в поход и лучшие друзья навек? Не, ни хрена, так только у девочек работает. Это что такое? Вы это видите?
Там 3 опечатки в одном месте! Кто вообще памятник ставил? Евгений Окишев, который вел следствие по гибели дятловцев, признался, что был приказ все вещи, найденные на перевале Дятлова, передавать на радиологическое исследование. Такое же обследование нужно было пройти и поисковикам. Нахрена? Просто так? Нет, так дело не пойдет. Он решил спросить, мол, какого хера мы тут сидим, что-то ищем и даже сами не знаем что. В ответ на его письмо приехал заместитель прокурора товарищ Ураков и сказал: все они умерли от несчастного случая. Всем говорят... Я не буду, ребят, говорить свою версию, потому что просто не буду. Я просто зачитаю сообщение из чата. Просто сообщение из чата. Зузи пишет: а может быть, они что-то нашли и хотели рассказать, но им помешали, а Золотарев с Юдиным замешаны. Также ему было совершенно плевать, что там нашли поисковики, как будто он точно знал истину. Он изъял дело со всеми фактами и скрылся за горизонтом. Это все равно, что победить босса и не сохраниться потом. Вернемся к фотоаппаратам и пленкам. Странно то, что в следствии было указано всего 4 фотоаппарата. Но проанализировав все обнародованные пленки, можно увидеть, что фотиков было как минимум 5. А выживший участник Юрий Юдин сказал, что фотоаппараты были чуть ли не у каждого. Нетрудно догадаться, почему их не описали. Это неудобная улика, там могло быть все что угодно, что нельзя показывать общественности. Вот подумайте, Золотарев имел при себе личный фотоаппарат, и все об этом знали. Но он в походе не сделал ни одного снимка, но был обнаружен мертвым именно с ним на шее. Конечно, зачем брать вещи? Вообще не нужно, возьму лучше фотоаппарат. Хипстер. У нас есть зацепка. Последний кадр одной из пленок. Что же это? О, Господи! А это что? О, нет! Именно такую реакцию вызывает этот кадр у жителей интернета. Версии про падающую ракету, автомобильные фары, операционный стол на летающей тарелке, обычный засвет. Я слышал многое. Да только доберется ли кто-нибудь до истины на самом деле? Блин, ты чё, побежали? Люди должны знать, как выглядит снежный человек. Найс. А вы знаете, что жители ближайших поселков видят в небе над этой горой светящиеся объекты? Также никто из исследовательской группы не отрицает существование огней над этим местом. Какой можно сделать вывод? Инопланетяне? Да! То есть нет. Адекватная версия номер 2. Секретные испытания. Почему за эту версию вообще можно цепляться? Ну, начнем с того, что тела погибших были черного или фиолетового цвета. Такое дерьмо могло бы произойти с кожей, если бы она столкнулась с ракетным топливом гептилом или меланжем. Вот что точно не получится оспорить. Задокументированные находки на перевале Дятлова. Куски железяк какие-то. Их там очень-очень много. И как-то странно эти железяки похожи на части ракет тех времен. Официально, конечно же, все военные говорили, что никаких испытаний не было на этой горе. Ну, конечно, никто не скажет об этом, если она ебнулась. Это ж фейл. Плюс был обнаружен незначительный радиационный фон на одежде. Откуда взялся, непонятно. Уже выяснили, что это не из почвы. А после вскрытия тел все доктора должны были пройти дезактивацию. Ну, чтобы мутировать не начали. По этой версии был секретный запуск ракеты и, возможно, неудачный. А возможно, просто ступень ракеты отделилась, облив тем самым людей ракетным топливом. Эти вещества попадают в дыхательные пути, и дышать становится почти невозможно, поэтому они в панике спасаются бегством. А увечья они получают либо от падений, либо от секретной зачистки. Потом могли сделать все, что угодно. Все, что угодно. Слишком много секретности, меня прям бесит. Уже прошло 57 лет. Почему никто не может рассказать, что случилось? Ах да, если эта версия верна, то надо вспомнить, что в те года был запрет на испытание ракет такого типа. И если бы Америка сейчас узнала, что Россиюшка себе позволяла в то время, ну, наверное, был бы скандал. Если сложить воедино все факты, которые я привел выше, создается ощущение, что это все не просто так. Как же я до этого догадался? Слишком много ракет и КГБшников крутится вокруг этой истории. Лично у меня не возникает никаких сомнений, что ребята погибли не от природной стихии. Хотя некоторые целые книги пишут насчет того, что их раздавила лавина. А они все бедные и переломанные бегут подальше без теплых вещей. Лавина ведь близко. Она ищет.
Мне очень нравится, как нагнетают обстановку телеканала, когда мусолят эту тему. Если смотреть это дерьмо достаточно долго, то можно с ума сойти. Но это не точно. То же самое произошло и недавно. 8 января 2016 года на перевале Дятлова найден мертвым 47-летний житель Челябинска Олег Бородин. И что я увидел в новостях? Новые жертвы горы мертвецов. Да как же вы бесите! Кто вообще на это ведется? Гора как-то долго приносила в жертву этого мужика, так как он уже несколько месяцев жил в домике на перевале, а умер от переохлаждения. Ну, очень напоминает ритуальную смерть. Чертова проклятая гора. Вопросов слишком много. Что увидели ребята? Почему был такой странный состав группы? Кто их изувечил? Я уверен, что никто не докопается до правды, пока им не позволят это сделать. Вы можете сказать, что в интернете совсем нет правдивой теории насчет перевала Дятлова, так как ее могли бы удалить. А я думаю наоборот. Если правдивую статью удалят, то это вызовет еще больше подозрений. Пусть лучше правда будет вперемешку с версией со снежным человеком и инфразвуком, которые сводят людей с ума. А вот представьте себе, что это все выдумки, и на самом деле была просто небольшая лавина, ну или НЛО. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Возможно, мы когда-нибудь узнаем новые факты. А пока нам остается только следить за развитием событий. Не забудь поставить лайк, если тебе было интересно. А также напиши в комментариях. Жду вас обязательно в комментариях, потому что здесь очень много интересного. И здесь реально огромное количество можно что придумать. Но с некоторыми людьми в чате я согласен. В какую версию веришь ты. Всем пока. Пока, братан. Красавчик. Прикольно, интересно, все, в принципе, как всегда. Красиво, ребят. Не забывайте подписаться, поставить лайк.